Угу. Так. А где чат, какого хера не появился? Это каждый раз вот это все делать. Так. Ладно. Фиг с тобой. Где там внизу? Так. Пока что исправим. Такс. Такс. Это пока не надо. Где указать игру? Во. Сохранить. Ладно, здесь главное работает. Так. Все. Придется пользоваться чатом по-другому. Так скажем. Это видно. Это видно. Ну, поехали выполнять задание. Здесь я правильно, конечно, написал. Да, есть такое. Пойдет. Ой, блин. На улице жарко. И чё ты так долго корозишься сегодня? Походу на Геншин тоже повлияло. Да, кстати, я же не сделал что-то. Ой. Балда. Балда. Сейчас. Так, первый момент, сейчас момент. Так, для начала раз. Так. Так. Потом так. Потом так. Так. Зря закрыл. Ну да ладно. Сейчас исправим. Так. Хотя можно и проще, просто сюда зайти. Пум. Теперь пока что расширим. Скопируем. Обратно уменьшим. Вот, да, вот так вот. Вот сюда вот. Так. И здесь. Угу. Так. И сейчас еще момент. Задержка, походу, где-то 10 секунд больше, я так понял. Да? Нет, подожди. Просто я не включил. Так. Берем. Вот теперь можно все. Так, ну а теперь погнали уже по заданиям. Вчера, в принципе, взял, остановился. Теперь можно и пойти. Сейчас сначала тогда по-быстрому также прогуляемся по этим всем приколам. А там потом уже пойдем по основному сюжету. Кстати, да, вот так вот лучше сделать. Угу. Для себя. Так,
Нам туда. Ни хрена ты уже. Как ты быстро, однако. Подожди, ты в сети, что ли? Не. Подожди. Ты что, уже в сети, что ли? О, реально в сети. И ты в сети. Прикольно. Почему? Бом. Я думал, что не заряжается. С какой-то задержкой заряжается, не знаю почему. И почему тут не пройти? Ну. Да ну. Видите всех монстров и завал. Отлично. Ну ладно. Так, окей. Идем к следующему нашему компаньону. Вот сюда вот. Странно висит. Хер с ним. Оба-на. Это мое. Она мне пригодится. Подожди. Нет, я не могу его взять. Теперь могу. Это что? Шишечка. Так, наверное, надо куда-то отсюда лучше залезть. Будет более удобно, чем мучиться. Угу. Окей. Здесь все проще. Теперь я, кажется, понял, от чего заряжается. Угу. Теперь хоть понятно стало. Так, ты же мне больше ничего не написал? Нет. Такс. Эть. Так, здесь что у нас? Короче, в итоге эти миссии просто позбивай и уничтожь этих чуваков. Нет, ты этого зяблика зря использовал. Да ну. Подожди. Это вот это. Подождите. Это было неуважительно. Хорошо. Еще получили. Ну, ладно. Ты хочешь по-хорошему, не по... Ой, по-плохому точнее.
Будем по-плохому с тобой. Все. Здесь мы тоже закончили. Эх. Ладно, ответим. Так. Дальше куда нам? О-о-о. Далеко, далеко. Интересно, на дерево можно? Но не до конца. Страшно. Оп. Оп. Камешки. Прям как будто в логово босса идем. По идее, кстати, вода должна быть у нас. Раз уж дождик льет. О. Ну. Как задел? Ой. Тихо, тихо, деревяшка механическая. О, даже так можно. Это более удобно. Так, в итоге мы все повыполняли. То, что нам нужно. Да? Да. Все, что нужно здесь, мы повыполняли. Отношение адептам. Да, кстати, вчера, получается, когда побегал, там нашел одно задание просто так. Да уж. Так, что нам... А, просто чертежи найти. Ага. Так, ну одно я точно помню где-то. О. Ага. Опля. А куда дальше? Туда, что ли? Не, он у меня не летит туда. Но он не хочет дальше. А, туда.
Что-то сразу не появилось. Что-то? Угу. Ну ладненько. Куда сейчас? Угу. Опля. Не вышло прыгнуть просто так. Что это там? Такое золотенькое. Это внутри, что ли? Своего рода проводник. Ну да. Очень даже похоже. Опа. Опа. Здрасте. Я туда без ресурсов сошел. Блять. Ну, ёпта твоя. Как знал, что не все просто. Еще и 49-й. Это не есть что-то из разряда то, что мне надо. О, блин, а. По-хорошему просто мимо, конечно, пробежать бы них. Но я думаю, не получится. Потому что эта штукенция вся... Блин, ладно. Какой иммунитет-ка, блин? Ты чё, прикалываешься, что ли? Вот, тихо-тихо. За 3 минуты это все нужно достичь. Не-не-не-не-не. А, дается дополнительное время. Тогда придется подраться. Тогда без этого никуда. О, напряженка началась. Ага. Блин, еще электрические. Нехорошо, нехорошо. Плюс 15 секунд. Это, конечно, неплохо. Но что-то здесь не есть хорошо. Так как... Вот мы поворачиваем. И какой смысл становится вот от этого? А, вон где он. Тогда немножко непонятно, для чего это. Этот... Изумрудная или какая-то
Появилась платформа. Здрасте, ребят. Ты куда? Ага. Теперь вон она как. А времени все меньше и меньше. Там сейчас тоже активируется что-то наподобие потока, да? Сразу 3 элемента. Все казалось проще. Что там пошло? Это неинтересно. И все? Я так думаю, она была сложнее, эта локация. Что там пеликает, блин? Надо брать это пеликанье. Так. Здрасте, мистер Гусь. Это не... Короче, это немножко назад история. Это что же произошло у нас? Кстати, подожди, я так понял, я без звука играю или что? Так он вырубается везде. Прикольно. Я и не понял сначала этого. Если бы не поглядел, не обратил внимания. Кого? Чё? Чё там было? Это то, когда он хочет принимать. Так, награды поручения мы потом возьмем. Сейчас мы для начала доделаем все здесь. Это суммер, это потом. Долина Гли, вот бесконечная, вот это. Сюда нам. Прикольно, блин. Я, оказывается, получается, весь прошлый стрим играл без звука. Так, не, конечно, туда. Ладно, пойдем туда. О. Не попадешь. Потому что я прыгнул пониже. Лох. Так. Что-то сейчас произошло, как будто.
Зачем ты сюда это швырнул? Прикольно, мне дали что-то. Угу. Это ЗРК, конечно, другой немножко что-то использовать был. Он у тебя скоро сломается, как и ты. О. Мадемуазель какая. Куда ты там полетел? Куда? Отдать деньги. 500? О. Оказалось, все намного про. Опять что-то моргануло. Так. Нам срочно нужно статую. Понятно, что это моргает. Так, окей. Это мы сделали задание. Это не то пока что. Ага. Там что-то есть. Там, конечно, просто книжка опыта.
Я не понимаю, что моргает. Ну и все. Здесь, в принципе, все понятно. Воссоединились, все хорошо. Теперь пора отправляться к основному сюжету. Да, понятно, понятно, то, что тебе там было плохо. Угу. 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 Блять, я не успеваю заглядеться. Что моргает-то? Вроде именно даже ОБС вот там моргает. Ну давай, моргни еще раз. Падла, не хочет моргать. Так. Сейчас я вот опять отвернулся, он сейчас опять... Кстати, можно даже вот это посмотреть. В принципе. Но я думаю... О, подожди, открылось что ли? Нет. Здесь что, здесь 34-й? Нет, еще не открылось. Ух ты, ёпта, сколько у вас тут. Да. Сколько же вас... О, подожди. О. Так. Подожди, а почему она мигает-то будто бы? Подожди-ка. Так это не с помощью... Нет, это не с помощью этого. Я думаю, с помощью этого открывается. Ну ладно. Так, здесь, в принципе, все. Чайник потом можно пройти. Сначала нужно основное вот это. То есть сначала будем возрождение проходить. Ой, ну да, созерцатель морей. Его закончим, а там потом этот. Перейдем к другим. I wonder which criminal mastermind just protested their innocence in court. Нехорошо. A liar by the sounds of it. Let's see. Shincho said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? То есть нам следует за феей, но при этом там вообще в другой стороне. The Sealy got to here and then... А ты, блин. Холод, гео, получается, и огонь. Вроде все есть, в принципе. Возможные награды. Ничего. Даже так. То есть у них у всех полтинник должен быть. Ну, это, конечно, нехорошо так получится, но попробовать попытка не пытка. Так, если не получится, то... Там пойдем подкачаем героев. So many clouds.
feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Ого. Прикольно. Ну да, очень похоже. То, что здесь нужно быть поосторожнее. А, так что ли даже? Я думал, я упаду. Вот это урон. Manifest! Unleash! Мы какое-то наложение на оружие, что ли, используем? Не понял. Подожди, так это прям гео-гео нужно, что ли? Ёпта. Ага. Здесь должен быть какой-то способ. Obey! Ну да. Получается, если бы у нас был этот 0 с собой, я бы сразу об этом додумался бы. Такой проблемы бы не случилось. В итоге, из-за того, что у нас ее нету, то выходит небольшой такой нюанс. Окей. О. Приходится импровизировать в итоге. Печально. Того мы сейчас будем драться с каким-то змеем. Да? It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? А подожди. This moment will be frozen in time. Die. Yeah. Yeah. Truth hurts. Yeah. Блин. Quake. А теперь это...
Тихо. Bring it on. Really? Get moving. Мне кажется, пока что я их заколбашу. Что Unleash! очень на правду похоже. Cryo incarnate! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Кто такой? А, нам наоборот нужно его что-то сломать. Опаля. Whoa! We're gonna fall! Не, никто не падает. Так. В итоге по-хорошему сделать небольшую магию. Так, для начала получается сайт. Нет, это не то. Защиту бы повысить. Использовать защиту. Раз. Потом. Это ладно. Атака 81 маловато. Крит не то. Это было бы приятно. Тоже приятно. Не помню, от холода или от чего там будет. Так, это использовать пока не надо. Это использовать, окей. Так. Is everyone okay? Look! The Celia's disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Даже она не такая сильная. Это что было только что? А теперь лови эту. Пуньк. Пуньк. Еще активируется голем. Unleash! О, как. Не все так просто, как говорится. Та-да-да-па-па-па-пам-пам-пам. Раз, раз, раз. Че, просто так, что ли, эти хилки взял? Эй, чудо йода, блин. No escape! Даже хп не видно, блин. Нигде там наверху, блин. Obey! Manifest! Do your master's bidding! Так, теперь эту колбасить штуку. Obey! Сейчас смотри. Не? А по идее Не может все так быть просто.
Не может быть, нет. Ой. И какого он любила? Ну-ка. Я думал, я все, ладно, умру. Так, подожди. А где гигант? Нам же только что с ним нужно было драться. Так, ну это легкие загадки. А еще можно? О, пошло, бля. Куда что двигать? Ага, а там тогда что? А, там сундук. А еще двигаешься? Нет, все, да? Все, не двигается больше. Подожди, а что за стенка? Наверное, это я зря сделал. Ну, ладно. Мы туда уже не пойдем. Опять? This moment will be frozen in time. Dodge this. Давай, по-быстрому, по-быстрому. Так, тебе. Ты еще что за ящер? Не сможешь... Чё? Так, если он ударит по щитом и не сможет его сломать, то он будет оглушен отдачей. Ага. Б. Да еб... Это нечестно, слушай. О, ты еще и хорошо пробиваемый. Даже этот сильный персонаж пиздюлей получает. Лед сработал. Unleash! Cryo incarnate! Manifest! Давай, камешек, ломайся. Чем ты? Obey! Oh, so. Это нехорошо. Manifest! I will wipe them out! Ладно. Отойдем. Блин, так прикольно на самом деле сделано. Берешь во время боя, отходишь, отхиливаешься. Это, конечно, не должно так быть, но дают шанс. Надо пользоваться. You will regret this. Obey. Это ты зря. Do your master's bidding. Unleash. Да ёп. Obey.
Какие вы неугомонные, ребята. Yeah, bring it on. Yeah. Теперь ее, потому что дэмэджа побольше все равно будет. Да, без назначенного... Ой, как там? Без нужного левела здесь делать нечего. Так, что там? Туда, да? Я не удивлюсь, если в конце еще какой-нибудь босс будет. Что вполне вероятно. Look over there. Could that be the sunset vermilionite? Хотя я и так много потратил. Мне кажется, без пятого персонажа здесь было бы тяжело пройти. Скорее всего, даже бы я проиграл бы. Это за мои старания мне его дали теперь. Is this the sunset vermilionite? Опа. It's so huge. Вот так вот. True, but then again, why isn't it floating? Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. Кто ее наставница? I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful! Please don't worry. I'm well aware that a Prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense! Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the Prostrate. Let's meet at the building site later. Кстати, я только сейчас заметил. How is Shenhe У able нее to carry the вроде huge то ли rock all by маска, то ли herself? что-то подобное этому на голове. Adepti super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. Мне кажется, чем тяжелее... Ой, тем тяжелее. Чем дальше, тем тяжелее будет проходиться. Не в том плане, то, что это очевидная мысль, а в том... то, что я рассчитывал... О, какой голубой конь? Где? Иди сюда. Ну, иди сюда. А в том плане... Ага, понял. Как его? Потому что я думал, это под ранг сделано, а в итоге нет. Нифига. Это, походу, посложнее. И надо побегать, попрокачивать персонажей, понаходить всякие элементы для них, покачаться. Что иногда бывает очень лениво. Да. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely.
Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. Обычно This граждане is хотят, top в tier принципе. in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Сейчас. And Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? Ну кто виноват, то что она похожа на In служанку? truth, Только it is the богатую. finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Она как-то вообще безэмоциональная. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold her head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in Может, она silence. относится к одному из You этих can't do морей? that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Ну там, конечно, много, как я помню. 800, что ли, опыта дают, если я правильно помню. Ну-ка. Или сколько за это все? А, 750. То есть, если так подумать, задания повышенной сложности прошли. Ну, это было ну, вроде как подземелье. Так что должно, да. Прилично даваться за это все. Hi there. Я бы сказал, даже Checking in, побольше. are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all А sorts. почему его Аня So, зовут? business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Пока Аня. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a
huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack, or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. Hey! Isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. Может, она почуяла что-то? И мои догадки верны? Потому что просто так не может появиться по приколу адепт. Хотя и она тоже с нифига так появилась. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? В смысле, почему? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Paimon neither! This is a real surprise! Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind.
and she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Xianhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Xianhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given Она you, куда-то ушла. and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Так, ой, что это я зевнул? О, это что такое? Необходимые формальности, чтобы присоединиться. О, как. Так, часики. Нам нужно вот столько вот. Вот так вот. Поехали. Мне кажется, почему-то ее дома нету. Аня здесь. Hey, so, Shenhe... Master has relayed my situation to you, I take it? Да. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is...
very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. О, 750 Here's дали. one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Так, а получается... Блин. Теперь у нас что? О, 625 всего лишь. Так, я так думаю... то есть смотри. Вот эту промежуточную главу мы пройдем раз. Потом нам откроется вот это как бы... Ой. Это у нас... Искатель, да. Завершите хранитель ДНС, чтобы открыть задание. Кого? Хранитель ветви? А здесь что надо? Ого. А здесь? Ох ты, ёб твою. Чайник нужно заполнить. Подожди. То можно чуть-чуть подождать? Просто нужно... Нет. Можно вот так вот. Не убирать. Ладно, будем ждать. Нет, не получается. Так. Вот это завершить, что ли? И вот это завершить. Сколько? 100 тысяч. Мало. Я думал 1 000 000. Так. Давай пока что пойдем по этой, по основной. А там уже что пойдет, то пойдет. Сначала это попробуем. The jade chamber is floating into the sky. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? О, это тоже они тут. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. С этим мы справимся. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you.
you're the one who fought against the Fatui and Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yoon, or Yoonjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet ya. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yoon is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow! So it looks like the three of us are competitors now! Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? Вообще не идеальная идея. I think I see where you're going with this, У Miss меня 2 Yoon. вопроса The есть. plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. Alright, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. А нафига вот это соперничество сейчас? Если один фиг мы на 3 поделим. By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Да. И вот нафига мне это выполнять, ты мне скажи. Да. Кстати, раз уж мы по пути, как раз зайдем забрать награду. Ad Astra. Да. Thank you for completing today's commit. Хорошо. Так, осталось 1200.
Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? Простите, My а name кто вы? is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon, even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourself? Общаться стоит. No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember Ой, я correctly, где-то соберем. Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. О чем мы руку тянем? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Так, еще можно на самом деле сюда подойти. Здесь недалеко. И тоже награду. Ну, это больше не награда будет, конечно, но... Ладно. Почему бы и нет? Да, вот, давай сюда. Вот так. Хорошо. О, третий левел. Что у нас там осталось? Много? Еще дофигища. Густую смолу. О, и изготовить еще можно. Так. Где? Вон. Туда. Сюда, сюда. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story?
They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Ugh. Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came Это, короче, forward. история не Шинхень. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Ей тоже понравилось. Хотя она, наверное, поняла про тебя. Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Ну, как я помню, вот эта руда точно находится в этих... в хребте. Вот тоже. Печать Гейл. Интересно. Но она, наверное, наверху. Ну-ка, куда светлячок нас поведет? Мы пока что отобьемся от курса. Сейчас возьмем этот сундук от светлячка. Там пойдем потом. Is this an answer from this world? Этот камень, скорее всего, осколок звезды. Находится там, наверху этой горы. Что я не верю, чтобы он находился вот где-то на стенке. Вот видишь, печать всего лишь Гео. А, он так что ли выглядит? Ну-ка. Блять, я за листиками ни хрена не вижу.
Так, ну здесь не видно ничегошеньки. Значит, придется лезть как-то. А, вон он. Подожди, а там тогда я что находил? Я тоже какие-то осколки находил. This should be enough star splinter iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Sabrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. А буду искать я один. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Sabrosium, but I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here, so you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Так. Я, конечно, пошел бы туда, но сначала схожу вот сюда вот. What's this? Ой, блядь. Ну-ка, что там? Врач сказал, что ты тяжело болеешь. Не волнуйся, я отдам все, что у меня есть, чтобы спасти тебя. Сколько там читать, много, да? Отлично, ладно. Мое сердце обливается кровью всякий раз, когда я вижу, как твоя слабость становится все сильней. Твоя болезнь не поддается лечению, но почему я не могу терпеть эту боль за тебя? Ты сказала, что ни о чем не сожалеешь в этой жизни и только хочешь, чтобы я позаботился о Шэньхэ? Но если ты ни о чем не сожалеешь, откуда эти слезы? Я уже давно не понимаю, что делаю, хотя я все еще дышу. Я чувствую себя пустой оболочкой. Я прочел все древние текста, которые получилось достать, но это ничего не дало. Удачи. Это Минзюн. У него нашлась книга, которая могла бы спасти тебя. Я забрал ее и последовал инструкциям, чтобы призвать божество и предложить ему жертву. Божество явилось. Я сказал ему, что готов менять свою жизнь на твою. Он промолчал и только указал на нашу дочь Шэньхэ. Божество сказало, что ее судьба приносить беды и что она может только причинять вред своим близким. Божество также сказало, что она, возможно, даже была причиной твоей смерти, и я решил, что должен был это сделать. Я оставил ее в пещере, которую упоминало божество. Прошло 3 дня, а новостей все еще нет. Я становлюсь беспокойным от ожидания. Меня охватывает зловещее чувство. Мне очень жаль, любимая. Прости меня, и ты тоже, Шэньхэ. Пожалуй, прости. Каким же я был глупцом. Как слеп я был. Позволь мне извиниться перед вами обеими лично. Так что там они сейчас общаются. So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh,
The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Может, не надо? Может, она того не стоит, I'll keep this close. чтобы это делать. Пусть останется все как есть. А, еще надо отыскать что-то. О, там еще что-то. Еще письмо. Семья экзорцистов жила к востоку от деревни. Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. Так отец же ее. Everywhere, but still no mention of Sabro. Ты вообще нормальный? Это вот семья экзорцистов жила к востоку от деревни. В течение 2 недель мать умерла от болезни. Маленькая дочь пропала без вести, а вскоре после того отец повесился на дереве во дворе собственного дома. Подтвердили, что в деревне были обнаружены следы останков злого божества. Среди жителей деревни поднялась паника, так как никто не уверен, исчезли останки злого божества навсегда. В этой области следует быть осторожным. Вот так вот. Тынь. Что за коробочка? Надо зайти в лие будет. У меня таких много. Угу. Это все по заданию? Походу я много чего-то не прочитал. Стопы. Наверху? Да, наверху. Сейчас смотри, я опять возьму. И она опять будет болтать. Магический знак выигран на суброзе. Это неправильно. Это неправильно. Ты даешь текст и при этом сразу диалог. Это вообще некорректно сделано, этот момент. Магический знак, выкровенный на суброзе, сохраняется в течение долгого времени. Здорово, привет. Некоторые верят, что этот камень способен соединить энергии инь-янь. Однако на суброзе непросто, требуется справиться в правильном месте в нужное время. Легенда гласит, что вы можете найти суброзе, если встанете посреди озера к югу от горы Тинхань на закате заходящего солнца. Угу. Но я думаю, бумажку все равно придется заглянуть. Так или иначе. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way.
There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have Интересно, been наверное, so вот эти tough for нитки, you которые all на ней these находятся. years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. В итоге, кстати, I'll это tell не you ее more about отец. the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the divine Я думаю, она damsel of скажет, сейчас не стоит devastation этого делать. are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go! We can't let someone else beat us to it! Баночка, как обычно, влезает. Ну и по делу. Я здесь по большей части, если что, прохожу именно сюжетку. А когда выходит так, то что ты в этой игре становишься в тупик по левелу, то приходится мне стрима где-то добывать этот опыт. Потому что иначе эта беготня просто так будет ни о чем. Так. А, еще и дождаться надо. Ну ладно. Так пойдет. Это сяо там? Один из адептов. Ну, очень похоже на него. А, это он вроде как. О, угадал. What brings you here? Мы занимаемся рудокопством. Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable.
I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Какая цаца. А может, он у него это? Тихо, стой, стой, стой. Стоять. Это вот это субрози? Что-то как-то просто вышло. Даже очень. Я ожидал, будет сложнее. Но. Кстати. Насчет антиквариата. Дальше вторая жизнь. Подожди, а антиквариатом кто занимается? А, блин, антиквариат вообще он где? Нет, тогда к нему попозже пойдем. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Как хорошо то, что все обошлось. Не нужно из каких-то талисманов бежать. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Я не думаю, то, что нас опередят по этому поводу. Так. В итоге у нас что? Угу.
Еще одно задание и будет следующий левел. Левел будет. Ну и зачем? Вот почему ты не захотел засветиться? Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Так прикол в том, то что нафига I здесь hereby announce that the winners два of this вопроса у меня, material один у procurement госпожи. contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. А с какого фига мы должны просто давать ей задать вопрос, когда она ничего не сделала? Вообще ничего. Ты, эта девчонка, по сути, тоже ничего не сделала. На каком основании это должно происходить? Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Даже не вздумай. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for Какой же it. вопрос тогда задать-то? So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question?
Me? Yes, this was a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just На don't самом waste деле it. немножко высокого Hold on a один second. раз. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou, it's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Как это не знать? When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Tevat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Опять? Так это нехорошо. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! У меня аж мурашки пошли. Она подготовилась прям конкретно.
Как опрометчиво. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Сейчас она все это заморозит. А мы пойдем ее спасать? А то вот это как-то некрасиво вышло. Взяли просто ее кинули, по сути. What are you doing here? О, We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly Че, injured. просто должен... Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. Куда? Training. Охуенно. Это все, что я могу. Я так и знал, то, что не может быть все так просто. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Давай. Не, подожди. А, она умерла все-таки. И есть хорошо. Да блять, а. Что это за одна тычка всего лишь? Так, это нехорошо, подожди. Еда, 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 еда. Так, кому больше всего? Главному точно, ей точно. И на этом пока что заканчивается у нас. Давай, давай, выбирайся оттуда. Unleash! Cryo incarnate! Хорошо. Теперь начинается реальная проблема. Obey!
Ага. Manifest! Unleash! She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. А где сундук? If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Нормально. А, я расчет стал хотя бы ее победить. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Отлично.
Новая точка. Так мы теперь можем на самом деле-то вот до сюда куда-то добраться, пока есть эта возможность. А еще камешки собрать. Сейчас поменяю отряд. Так. Тебя пока что на 0 поменяем, потому что она лучше всех справляется с этим делом. Оп, оп. Раз. Оп, оп, оп. Хорошо. Оп, оп, оп. А то что они просто так будут здесь пропадать? Кстати, я что-то не уверен, что я до туда доплыву. Тынь. Хорошо. Тынь. Отлично. Кстати, там что? Они уже все, да? О, нет, она и... Не знаю, кто это. Вот, девочка своя, пускай будет она. Ты что такое? Где там еще? Все? Там еще, конечно, есть. Не разбила? Чего? А, сесть. Подожди. Может, она что-нибудь расскажет? The Millilith's casualties are within the range we expect, but in hindsight, there were still flaws with our plan. If we'd had more time, we could have built a barrier here to absorb the impact of the... We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again. Сюда, пожалуйста. Так, там еще он корабль. Так. Ну... Как бы чисто теоретически мы должны до тут добраться. Ну, поехали. Надеюсь, доберемся. Должно хватить. Ой, еще что-то там есть. Надеюсь, всяких приколюх много. Пока что здесь нужно этим воспользоваться. Потому что... Потом я, возможно, это могу забыть. О, сколько их. Кого? Зачем вы активировались? Блять, все-таки задели, а? Ага. Не-не-не-не-не. Так, нам туда, да? Со всеми ними сражаться это будет немножко не совсем. Вот да, выгодно. Потому что они меня просто сейчас бьют. Блять. Надо быстрее как-то восстанавливаться и бежать от них. Пока что они еще медленные. Это что? А теперь можно? Угу. О, как. Ну, это вроде не сложно. Хотя выглядит как сложно. Так, отдыхаем. Чуть-чуть. Отдыхаем чуть-чуть. Залезаем.
Не, ну это слишком просто, я сказал бы. Вот теперь это непросто. Парни, отстаньте, пожалуйста. Чё вы пристали? Вот все, уйди. Сам совершил рождение. Ой, ебать, тихо. Вот это правильная механика. Пока что я читаю текст, меня не должны бить. Ты достал, слушай. Вот это вообще не есть хорошо. Думаю, что за прикол? Steady as stone. Не, я не справлюсь, кажется. Я просто не успеваю. О, да ты что, блядь, на приколе что? Мало дэмэджа пока что. Я просто не успеваю, они сейчас исчезнут. Ладно, потом за ним приду. Так, мне сейчас самое главное активировать это и это, да? Просто чтобы до сюда добираться. Потому что иначе я потом не доберусь. Осторожненько в обход плывем. Хорошо, конечно, влететь как-то. А, нет, здесь можно перебежать нормально. Блин, почти 3 героев потерял. Так, и куда? Сюда вовнутрь?
Еще испытания. Нет, до испытания мне пока далековато. Сейчас рекомендуемый 60-й, да? Никто не сомневался. Странно на самом деле, то есть ради цветочков сюда идти. Ну, прикольно, конечно, но нет. Не то. Так, и теперь вот это осталось. Это, наверное, чтобы добраться до туда, лучше подняться нам сверху. Хотя, выглядит так себе затея. Я думаю, этого вполне хватает. И поэтому нет сильной необходимости. Так. Нам туда. Хорошо. Так, подожди. Туда куда-то. Не туда ли нам вообще? Хотя, похоже, к дереву надо. Надеюсь, хватит сил. Потому что я еще должен упасть в воду. А здесь лучше как-то это оббежать. Не, ребят, никаких я. Отстаньте от меня. Косоглазым. Опа. Хорошо. Активировали все. В принципе, отсюда пока что можно свалить. Так. А, вот, наверное. Да, вот она, новая точка. Let's just hope the rain hasn't washed all the clues away. Wow! Everyone's already seated! Кстати, оп. It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Много.
批贯，到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，倡议诸位听，以报为民言不实，自有知音和情色，同名烈烈见了心，只知不愁死。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. На удивление. Beautiful. Это было реально. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the divine damsel of devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Сам нажрался. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhua's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhua. Calm down. Ага. Вот и завершена та самая глава, которая нам нужна. Это чё? Ага. Самый интересный такой не является жителем. Самое главное, причина придавать своим пользу за свою игру. Это зрение к моменту достижения сериала. Разве предлагаю полевой шайбы были в цели. Ставим шапов. Знал бы я еще для чего, но ладно. А, 650, все. Так, ребята, я бы с вами поболтал бы. Now that I think about it, I'm glad Master sent me here to deliver the sit. I'm sure I have much to. Ну да. Здесь, в принципе, все ясно. Так, там что? О. Ага. А здесь что? Что здесь не до середины? Я же почти выполнил. Так, и остался, получается, только этот, правильно? Челлендж. Так, у нас какое-то там задание было. Что там? Это да. Мы встретимся и... Подожди, не-не-не, кто-то меня хочет надуть. Здесь точно были задания не те. А, наверное, вот это все-таки. Ага. Doing detective work means you gotta walk the walk. Мне, No, конечно. I mean literally. I need to search high and low for evidence. А? Я думал, мне кирдык. А у нас хватит сил сейчас. Давай поменяем немножко отряд.
Так. Это оставим то же самое. Здесь вместо... Не, подожди, все правильно. Этот сейчас в отключке, этот в отключке. Этот не в отключке. Так, сахароза. Вместо нее получается поставим ее. Вместо Барбары пока что поставим... Кого поставить? Что у меня есть из этого чудо-юда? Ладно, пускай пока что уже так будет. Так. Ага, я поставил, но не выбрал. Ладно. Вот для чего оно нужно. Ломаем камень. Будет, конечно, немножко сложно. I must leave no stone unturned. Сейчас до этого. Лучше самому заряжать, короче, потом. As a dutiful maid would. Steady as stone. Оп, 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 оп. Это было нехорошо. Подожди, ну здесь же какой-то мяу-мяу было. А вон мяу-мяу. Так, окей, это мы сделали. Сейчас, получается, отведем туда. А, кстати, нам еще и за левел сейчас должны быть, по идее, да? Или подожди, или я еще не апнутрись? Не, да. Сейчас мне должны дать. Мяу-мяу-мяу. Награда двойная будет? Ну, как бы да. Так, нам вот это нужно. Забираем. Там на каком получается уровне? Вот здесь вот где-то, да, будет проблема? Я вот не помню. Там... А, вот. Вот на этом. Между 36-м, короче. Так. А, еще какое-то поручение. Угу. Ну и хорошо. Ага, давай, отмечай. Куда нам?
Так, там поблизости есть? Нету. Значит, мы сначала сюда. Потому что без героев мы все равно не обойдемся. Где он? Вот он. Так, теперь сюда. Сюда. Так. Кстати, как удобно в этот раз. В принципе, получилось. Опа. Хорошо. Будешь. Ты еще жив? Да блин. Ага. Окей, это место я примерно знаю. То есть вот такая блямбочка здесь. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Вот же вот сюда, ну. Точнее, куда-то вот сюда вот. Ну, вроде как сюда. Не? Потому что очень похоже тоже здесь было. Здесь... Не-не-не, это место я уверен. Так я вообще туда лечу? Не в ту сторону еще лечу. По идее они где-то там находятся. Но здесь также вон механизмы всякие какие-то есть, которые нужно активировать. Сокровище у нас находится вон под тем деревом. Даже он вроде видно. Так. Но они как бы как здесь где-то. Почему что правда здесь где-то? Нет. Не понял. Подожди. Блин, нажали увеличить я нельзя, что ли? Получается, вот эта вся хрень. Подожди, я точно там? Вон же, да, получается город. Это все, квадратик. Подожди, вот здесь вот что ли получается, а это удалить. Кажется, вот тут он. Вот он. Это есть то самое сокровище? Да ёпта. Класс. Я же прочитал. Пышно цветет великое дерево, сотни сокровищ оно хранит. Посреди великой дороги можно встретить редкий товар, что же скрыто под длинной лестницей. Вот тебя не хватало только. Блин, я ему вообще дэмэджа не наношу. Бесполезно с ним драться.
потому что там наверху еще. I won't let you down. Bet you can't keep up with me. Leave it all to me. Так, и куда она ушла? А где? Куда наверх ушла? Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Что-то кричат там. Где этот доктор? Да он был. Странно. А как тебе такое? Какой демон, да? Isn't time for a break yet. No slacking off. Fracture. It isn't time for a break yet. Куда он стреляет? Bring it on. You can't run. This should be fun. Давай, рожь свою меня. Who's hurt? Killjoy. We've only just begun. The situation isn't over. No excuse for slacking. I see through you. Terra smash. You can't run. Well, neither can I. А где я? А, вот он. Looks like I went too far. Все? Да. Там чуть-чуть осталось. Is this an answer from this Так. world? Вопрос остался открытым. Где еще? Во-первых, где этот тух? Его нифига. Который должен туда он уйти. Его нифига не видно. Это понятно. А что, я не нашел, что ли, сокровище разве? А, вот он ты. Ты куда? О. Еще? Где еще? Не понял. Конечно, понял то, что у дурака надо тоже как бы... Да куда ты слезаешь? Так крупно. Ну. Не понял. Это что такое? О.
it on. Зря я типа беспокоил, да? As a good knight should. Steady as stone. Ну, срезай пузырь. И... Оно вон как выделяется. Но мне не оставляет покоя, где еще один факел нужно зажечь. Потому что он же должен быть где-то здесь, рядом. Только где? Я его реально не вижу. Да. Слеповато. Ну-ка. Ой, блядь. Такс. Теперь, ага. Надо туда залезть. Сейчас достанем сначала один этот камешек. Или как его там называют, не помню. Потом нужно будет вон еще тот достать. Потом, хотя, ну-ка. Хотя, по идее, должен долететь до него. Ёб твою. То есть 4 светлячка нужно задействовать. Только после этого... Блять. Ну нахрена ты встал? Leave it all to me. Terra smash. Давай, слезай. Я пока заберу здесь. Вот это. Хорошо. Еще раз. Как же долго?
structure. Confess. Тихо, тихо. Ну, конечно, ты достаешь. Кто бы сомневался в этом? Прикольно. А, во время прицеливания нельзя? Я не прицеливаюсь уже. Так, где ты? Так с каждым нужно сражаться? Блин, еще 3. Подожди. А это где-то здесь или там? Наверное, все-таки там. Сейчас по-быстрому разберемся, посмотрим. То этого персонажа и так уже. Окей. Так, он меня здесь не видит. Oh, it's all coming out now. Извините, пацаны, но я от вас ухожу. Не до вас. О, No one escapes my sight. That's cheap. I must leave no stone unturned. It's time for a flash freeze. I've been outsmarted. ладно, я сюда еще приду, но перед этим, блин. Ой. Да посрать то, что она провальна. Здесь уже не влечение дело было. Я просто персонажа не был. Сколько там? Хорошо. Теперь можно вернуться, но перед этим... Ну-ка, давай. See, just follow my intuition. Интересно, успею я пройти испытание за 5 минут? Хотя там как раз 3 минуты, да? Ну да. Так что сейчас минут. А, ну да. Эти ворота откроются после того, как я одержу победу. Ну, поехали. Bring it on! Terra smash! Брат, получается. Еще и богатый сундук дали.
Куда она? Ты дурачок. Это, конечно, спасибо, но... Лонгдилст. Где мне последнего искать? Если это был не он. Ну-ка. А, не, вон он. Просто он как-то убежал, непонятно. Да ёп. А, это был наш приз. Как высоко? Ладно, нам все равно нужно к этой. Ну, мне сюда. Такс. Здравствуйте. Плохие из вас приключенческие, прикольно. Параметрический преобразователь. Параметрический тарет может преобразовывать помещение. И другими вы можете использовать их функции, чтобы избавиться от ненужных машин, да? Вот зависит от трансмутации. Ага. Преобразователь первого уровня. Установите преобразователь и наполните его материалом, подходящим в качестве, чтобы запустить процесс трансмутации. Я думаю, это к алхимии больше нужно будет обратиться. Так, теперь нам нужно сходить к ювелиру, и на этом пока все. О, там еще какое-то задание можно взять. Так. Может, у меня найдется что-нибудь полезное? А можно наоборот я это сделаю? Вам предложу что-нибудь. Угу. Странно. Ладно, я не знаю, как ей предложить. А, ты что? Угу.
Да, пошутить надо было. Где? Угу. Ну да, я думаю, пока что на этом на сегодня пока можно и закончить. Только мы сейчас пару таких вот небольших деталей сделаем. Берем. Что там есть еще что-нибудь? Вроде все. Да, все. Так, в итоге, что у нас там будет в следующий раз? Надо будет, получается, здесь начать делать чайник. Да, это тоже надо будет просто потом сделать. Сейчас уже, ладно, фиг с ним. Дендро. Так, это нет, это пока что в Самиру не надо нам. Так. Долина звездопада Манштадт. И вон туда нам надо уже будет сходить. Вот. А пока на этом мы закончим. Пока.